Тело массой 2 кг упало с высоты 4,9 метра. Найдите импульс тела в конце падения. Задача известна, масса равна 2 кг и упала с высоты h равно 4,9 метра. Нужно найти импульс тела в конце падения. Обозначим импульс буквой М большой. Раз тело падает с высоты 4,9 метра, получается, что нам необходимо применить формулу для ускоренного движения. S равно v0t плюс 1/2 at квадрат. Если падение с высоты А меняется на g, и v0 здесь наверняка равно нулю, поэтому S будет равно 1/2 gt квадрат. С другой стороны, мы знаем о том, что существует такая формула. А равно изменение скорости v конечной минус v начальной, деленное на t. Отсюда А умножить на t равно v конечное минус v начальное. Либо v конечное равно v начальное плюс АТ. Но поскольку здесь идет падение с высоты, значит здесь везде будет фигурировать вместо А, будет фигурировать значение g. И поскольку v начальное в данном случае равно нулю, конечная скорость падения с высоты, рисуем эту конечную скорость, тут v нулевое равно нулю, v конечная с высоты h будет определена как v конечное равно АТ. А поскольку А у нас здесь g, v конечное равно gt. С этой формулы можем определить t и подставить его сюда для того, чтобы знать значение конечной скорости. Почему? Потому что импульс тела – это произведение массы на скорость. Итак, t квадрат равно 2s. В данном случае s – это у нас вот эта высота h. Или напишем t квадрат равно 2h, деленное на g. Отсюда t равно 2h, деленное на g. Подставляем в эту формулу v конечное равно g, что множится на корень квадратный 2h, деленное на g. Пока не будем его вычислять, а запишем, чему будет равен импульс. Импульс равен масса умножится на v конечное. Итак, подставляем теперь уже те данные, которые нам полностью известны. Это будет масса, что множится на g, множится на корень квадратный с 2h, что делится на g. Давайте будем подставлять сюда эти все значения, которые нам известны. g известно, h известно, масса известна. m равно 2 килограмма, что множится на g, на 9,8 метров за секунду в квадрате, что множится на корень квадратный 2h. Это что? 4,9 метра. 2, что множится на 4,9 метра, делится на g. Это 9,8 метров за секунду в квадрате. Еще раз перепишем это все. 2 килограмма множится на 9,8 метров за секунду в квадрате, что множится на корень квадратный 2 на 4,9 метров. Без изменения оставляем. Секунды в квадрате идут числитель, что множится на секунду в квадрате. И делится на что? На 9,8 метра. А вот теперь посокращаем. Смотрите. Метры сократятся. 2 на 4,9 это 9,8. То же самое все сократится. Получаем корень квадратный из секунд в квадрате. Мы получаем 2 килограмма на 9,8 метров за секунду в квадрате. И только из секунд в квадрате. И получаем теперь уже окончательно 2 килограмма на 9,8 метров за секунду в квадрате и множится на секунду, потому что корень квадратный из секунды мы добыли. Если бы мы оставили просто так килограмм на метр на секунду в квадрате, это что у нас бы были бы? Ньютоны. А так у нас получается, вот это мы сократим, у нас получается импульс. 9,8 на 2 получаем 19,6 килограмма на метр и на секунду. Почему? Нужно внимательно работать с размерностями. И это, видите, тут же единичка получилась. Но, тем не менее, секунды в квадрате вынесли из-под корня, и эти секунды в квадрате дали нам возможность превратить вот это все произведение действительно в размерность импульса. Килограмм на метр на секунду.